Всем привет! Давайте сегодня посмотрим на такую тему, как сложится судьба каждого. Что ждет вас после расставания. Так, загадайте своего мужчину. И также обращаюсь к тем, кто все-таки продолжает писать, где продолжение расклада. Дорогие мои, продолжение расклада находится на моем YouTube-канале «Империя Таро». Переходите на YouTube, вбивайте в поисковике «Империя Таро» и выйдет мой канал. И также для личного расклада обращайтесь ко мне либо в Instagram, либо на WhatsApp. Мой WhatsApp, мои контакты, они будут находиться в описании к этому видео. Итак, давайте же посмотрим, какая судьба ждет вас и вашего партнера после расставания. Так, какая вообще вы были в этих отношениях? Какой был он? Итак, какая вы? Так, в этих отношениях я вам скажу, вы, скорее всего, этого мужчину правда любили. Да, это женщина, которая постоянно его понимала, любила, надеялась. Еще могу добавить, что не исключено, что постоянно жертвовала собой. Почему? Потому что женщина здесь, правда, искренне его любила. Он кем был в этих отношениях? Да. А он, знаете, каким был? Такое ощущение, да, что здесь, здесь показано то, что и отношения здесь закончились. И параллельно в этих отношениях как будто он мог издеваться над вами. Вот знаете, как ответственность не нести. Но он почему-то в этих отношениях чувствовал, что как будто ему плохо. Понимаете как? Так. Еще какая вы были в отношениях. Почему, интересно, ему было плохо? Так, какая вы еще в этих отношениях, да? Женщина здесь эмоциональная была. Во-первых, могу сказать, что все равно в этих отношениях у вас были много страха, много недоверия к этому мужчине, да? Не исключаю того, что вы были к этому мужчине привязаны. Вот прям, знаете как, еще я добавлю, что не исключаю, да, что вы впадали в депрессию. Понимаете, эти отношения для вас, они были какие-то непрозрачными. Так, а он какой еще был в этих отношениях? Ага, все поняла. Этот мужчина, скорее всего, да, не исключая того, может быть, ваши отношения, были сложные, здесь и так понятно. Возможно такое, что либо вы не дошли до брака, да, либо это был ваш партнер, ваш супруг. Но этот мужчина, он, знаете как, убегал здесь от ответственности. Не исключая того, что вот в его семье он копировал именно своего отца, роль отца. Вот отец у него был такой, да, то, что не исключая того, он мог применять здесь и насилие, здесь эмоционально мог уничтожать женщину. Видите, как тяжелая какая карта. Это тот мужчина, который просто вас уничтожил, растоптал. При этом он думал, что поступает он правильно, потому что это так у него заведено в семье, да, что мужчина главный, и он делает все, что он захочет. Понимаете, он себя в этих отношениях, да, считал себя богом, но и при этом относился к этому как-то несерьезно. Независимо, может, вы просто с ним даже и встречались, да, но до брака здесь не дошло. А если и дошло, то все, здесь так... Почему-то здесь эти отношения убиты. Так, еще кем вы были в этих отношениях и кем он был. Так, кем вы были, кем он был. Надо же. Вы здесь постоянно этого мужчину пытались завоевать, что ли? Понимаете как? С вами этот мужчина, вот вы его как будто постоянно здесь, даже могу добавить, что мужчине с вами было однозначно здесь хорошо. Кем вы были? Та женщина, которая придавала этому мужчине ответственность. Понимаете как? А он в этих отношениях был как скверная женщина. И еще не могу добавить, что, возможно, на ваши отношения повлияла женщина одна, другая женщина. Может быть, это была его мать, может, он маменькин сынок, понимаете? Либо еще параллельно какая-то женщина. Но однозначно здесь мужчина, вы здесь поменялись местами. Вы здесь выступали в роли мужчины, он выступал в роли женщины здесь. Понимаете как? Он мог вас... однозначно. Так, подождите. Так, а чему он вас научил в этих отношениях, да? Чему вы научили его? Интересно, чему он вас учил в этих отношениях? Чему же? Я вам скажу, чему он вас научил. Скорее всего, здесь работать и ни на кого не рассчитывать. Вкладываться в себя. Понимаете, что... Вот вы ему чему учили, да? Вы его учили тому, чтобы он наконец-таки научился работать над отношениями, вкладываться... Понимаете как? Еще могу сказать то, что вот чему он вас научил здесь: рассчитывать на себя и быть сильной женщиной. Интересно. Так, а что вы, интересно, на сегодня о нем думаете? Что
Что он о вас думает? Что вы о нем на сегодня думаете? Что он о вас на сегодня думает? Так, что вы о нем думаете? А вы правда о нем думаете? Вы у кого-то, не исключая того, да, то, что но с ним вам было плохо. И у кого-то может быть до сих пор, да, думки, депрессия может быть. Ну, одно могу сказать, пострадали вы с ним здесь замечательно. Ничего не убавить, не прибавить. Головная боль, даже не исключая того, что он может вам сниться. Но все равно мысли у вас прям с ним связаны. А он что о вас думает? А он думает о вас, что вы вообще приняли такую позицию в его адрес никак не... знаете как, все, здесь пауза. Он о вас думает, что вы для него, для этих отношений ничего делать не будете. Но я смотрю, здесь и сам мужчина ваш адрес никак не проявляется. Так. Интересно. Так. И в окончании, чем все-таки закончился ваш союз? Закончился с тем, что у каждого здесь свои, понимаете? Свои здесь желания, свои мечты. Мужчина здесь тоже отдалился, скорее всего, с треугольником. Мужчина мог выпивать, гулять, понимаете как? Ну, мужчина здесь такой вот треугольник. Ему нравится легкий образ жизни. Ну и вы тоже, знаете как, не исключено то, что вы на данный период времени одинокая. Причем долгое время. Так, а интересно, подождите, а сейчас на данный период времени, как вам без него, интересно? А как ему без вас? Как вам без него на данный период времени? Ну, у вас что, если есть дети, да, то вы полностью занимаетесь детьми. Помимо этого, кто-то вот здесь, скорее всего, проходит обучение, зарабатывает деньги. Ну, как-то держитесь, да. Как ему без вас, интересно? А вот так. Во-первых, я вам скажу, все равно за это время, как ему без вас? Ну-ка, подождите, это вы или другая женщина? Как ему без вас? Это вы. Во-первых, он осознает, да, тоже, что вы женщина. Женщина все равно являетесь для него главной. Понимаете? Он понимает, он все равно нуждается в вас. Почему? Я же вам говорила, то, что он чувствует рядом с вами победителем. Я так понимаю, здесь, возможно, то, что вы с ним не общаетесь, да, и не хватает просто вашей энергии. Понимаете, как? Он без вас никто здесь. Он чувствует то, что именно вы ему нужны здесь. Понимаете, как? Вот дайте мне ее и все. Потому что, я так понимаю, без вашего общения с ним он как калека. Понимаете? Почему? И, скорее всего, даже если у него кто-то есть, все равно он весь полностью поглощен вами. Понимаете, как? Итак, давайте посмотрим, как же сложится ваша судьба без него и как его судьба сложится. Как ваша судьба сложится без него и как его судьба сложится без вас. Как ваша судьба без него сложится. Так, вы куда-то, возможно, не исключая. Так, как еще сложится ваша судьба? Ну-ка. Ну, вы для себя однозначно здесь поймете, что здесь все. Вы от этого своего прошлого здесь очиститесь, да, все равно. Вы больше не захотите возвращаться в это прошлое. Ни за какие деньги. Понимаете как? Как ваша судьба сложится? То, что все. Здесь уже ангелы протрубили о том, что все, я кармический урок свой завершила, и прошлое остается в прошлом. Что? Так, что у него сложится без вас? Что у него по судьбе? У него здесь выбор идет. Не исключая того, что мужчина здесь в поисках, все равно. Без вас у него будет выбор все равно, даже не исключая того, что он может создать семью здесь, но здесь все равно, что у него там с семьей, не исключая того, может быть, он уже женился, либо мог оставить вас и уйти в другие отношения, как вот семейные, понимаете, как? Так, что у тебя там с семьей будет? Что у него будет с семьей? А вот так я вам скажу. Если здесь просто карта вот прям магии выпадает, да, но он попал, он сам себе разрыл яму. Здесь мужчина в себя настолько верил, теперь, понимаете, как здесь как поменялись вы местами. Теперь он будет здесь страдать, понимаете? Почему это выходит как вот тайная женщина здесь? Помимо этого, не исключая того, ну, если вы верите в магию, то здесь магия есть. Понимаете как? Теперь он будет, у него вечные будут страхи, недоверие. Понимаете? Теперь им там будут манипулировать, ставить на колени. Так, хорошо. А у вас-то что будет по судьбе дальше? Это ладно с ним. У вас-то что ожидает вас по судьбе? Ну, знаете как, вы, конечно, посидите, подумаете, да, ну и все, женщина здесь возьмется за голову и вперед, но не исключая того, да, то, что пока вы будете одиноки. Здесь почему-то женщина, да, вот то ли мужчинам не доверяет, то ли одинокая идет, понимаете, здесь женщина будет работать, работа, потом помогать, либо близкие вам будут помогать, либо вы сами кому-то оказывать будете помощь. Так, а с личной жизнью что у вас? Так, ага, здесь, знаете как, пока... Личная жизнь здесь. Женщина, скорее всего, настолько... Здесь не исключено, что для вас мужчины это как предатели. Понимаете, женщина с разбитым сердцем. Ну, тяжело вам все равно. Вот вроде как хотите, да? Что у вас? Ну, еще, понимаете, может быть, кто-то только вот вышел из этих отношений.
да, взялась, тяжело идет. Ну, сердце здесь разбито. Так, а все-таки появится ли кто-то? Кстати, да, появится. Причем внезапно. Так, по судьбе что идет вам? Так, посидите, подумайте. Перед выбором будет. У вас будет выбор мужчин. Что за счете? Пожалуйста. У вас будет здесь мужчина. Причем конкретный будет мужчина. Возможно, не исключая то, что возрастом старше вас, который все-таки возьмет за вас ответственность. Знаете, как, конечно, к этому мужчине вы еще долго будете здесь присматриваться. Стоит, не стоит. Потом все-таки думаете, ладно, рискну. Здесь вам идет мужчина, по сути. Еще что могу добавить, да? Что все равно этот мужчина, вот, который придет в вашу жизнь, он внесет изменения. Не исключая того, у кого-то будет знакомство через интернет. Такое тоже не исключаю. Так, давайте посмотрим, что у вашего партнера в судьбе с этой женщиной, с кем он находится на данный период времени. Что у них там будет. Если он женат, да, но он получит там по справедливости, что их ожидает. Женщина также будет, он также будет ездить, я вам скажу так, прорыв какой-то захочет, но не получится, что там у них будет дальше в отношениях. Так, интересно. Мужчина, если он гулящий, он также будет продолжать гулять. Если у кого-то там, понимаете как, женщина захотела там привязать, да, что все. Но этот мужчина также будет, но гулять. И еще скажу, то что если они там женаты, то, может, они еще не женаты, они захотят узаконить отношения. Понимаете как? Но мужчина здесь какой-то идет. Так, что у них там будет дальше по судьбе? Понятно. Женщина будет его обманывать. Все ясно. Такое не исключаю, да, что мужчина, если, предположим, если это ваш супруг, и вы на грани с ним развода, он с вами разведется, может на ней жениться. Но, понимаете как, здесь он свое нашел отражение, понимаете? По судьбе, да, ну что, он также будет ее обманывать. Здесь у них, видите как, там же и магия, но он попал здесь. И в семье обманы будут. Что у тебя еще там будет с этой женщиной? Женщина там требовательная, кстати, все мне. Не исключая того, что и еще он от нее будет зависеть материально. Что же за решение, что там будет у них? Обиды начнутся, особенно мужчина. Что там будет обижаться? Почему? Потому что какие будет, знаете как, он же у вас такой вот любитель комфорта. Вот будет с этим связано. Комфорта лишиться. Что у тебя там будет еще? Интересно, женщина будет от него закрываться. Не исключая того, да, то что... Но они еще могут быть долго здесь вместе. Ай, сложные у них там тоже будут отношения. В оконцовке, чем ваши отношения там будут, чем закончатся. А все, трансформация будет здесь. Понимаете как? Что это приведет? Мужчина разочаруется. Почему разочаруешься? В оконцовке он поймет, что потерял ту женщину, которая на расстоянии настоящую свою любовь. Так, что у тебя, что она была шансом его. И знаете как, для кого-то я вам скажу, так получится, что он с этой мадам будет, да? Но когда у них, эта мадам там тоже не дура. Кого на кого он променял, до него это дойдет. Вот когда дойдет до него, понимаете что? Вот он и поймет, что он потерял здесь ценную женщину. И захочет двигаться к этой женщине. И что у тебя дальше по судьбе будет? А кто-то его не будет здесь... Знаете как, возможно, и в карьере у него разрушения идут у него в жизни. Вот, все связано будет с этой женщиной, которая в его жизни. Разрушения с чем будут связаны? Ага, все ясно. Знаете что? Где он находится, пусть находится, ему полезно. Она его научит жизни. Сейчас он с ней, не исключая того, да, то, что теперь он почувствует, каково это быть жертвой в отношениях. Понимаете как? Конфликты будут у них в доме. Вот так вот. Будет болото, будет вся грязь. Поверьте мне, там тоже отношения такие, упаси Господь. Вот я вам скажу. Вот вы вышли из этих отношений, да? И слава Богу. А что у него по судьбе? У него будет полностью разрушение. Понимаете как? Ну, это был сделан его выбор. Все равно он на вашу сторону здесь смотрит, наблюдает. Он за вами все равно, как ни крути. Понимаете как? Есть осознанность, что вы его главная женщина. Видите как, и любовь есть к вам, и уважение, он вас уважает, любуется вами. Но, извините, если он дурак, это, знаете, это его выбор. А у вас вы, в принципе, да, это понятное дело, пострадали здесь, все хорошо. Но здесь женщина соберется, все-таки изменения идут в этой жизни, понимаете, для вас. У вас идут новые отношения здесь с новым мужчиной.
Понимаете как? Но может для кого-то, может этот мужчина с ней разойдется, да, за голову возьмется, может и вернется к вам. Потому что тоже такое есть, не исключая того, что возвращение будет Будулая. Понимаете как? Но это вам решать, принимать этого Будулая или нет. Если вы не принимаете, да, то мужчина все равно у вас будет. И выбор все равно у вас есть. Да, тяжело, ничего не могу сказать. Вы здесь, скорее всего, одна. А может, у кого-то уже кто-то повстречал своего мужчину. Понимаете, как прошла уже свой путь. А вот этот, ну, дурачок, он и в Африке дурачок. Вот пусть идет туда подальше. Понимаете, как он сам попал в яму. Видите? Он еще помимо этого над вами издевался. Он вас уничтожал в этих отношениях. Скорее всего, еще, знаете, как говорила ранее, руку мог поднять, потом вас с самооценкой, понимаете, понижать вашу самооценку, самоутверждаться за ваш счет. Он вас разрушал. Понимаете, после него, посмотрите, когда вы с ним были, у вас страхи были. Здесь женщина была полна страхов. А почему? Потому что она искренне его любила. А он просто этим воспользовался. Но сейчас, когда потерял вас, понимаете, он уже понял, кого на кого променял, либо он в скором времени поймет это, что все равно лучше вас не существует в этом мире. Но, извините, выбор был сделан им самим. Его никто не подталкивал к этому. И то, что он каким безответственным... Вот это мадам, кстати. Он в этих отношениях. Теперь он жертва, а она палач. Здесь с вами, да? Здесь с вами. Он был вашим палачом, а вы были жертвой. Понимаете? А здесь женщина уже все, здесь не хочет быть жертвой. Женщина здесь взялась за ум. Женщина, да, пока для кого-то, пока не встретила своего мужчину, пока одинока. Но женщина все равно, вы изменились уже, понимаете? По-старому здесь никак не будет. Вы готовы к этим переменам. А он как был дурак, так и остается дураком. Ну. Итак, дорогие мои друзья, кто бы побывал на моем раскладе, всех благодарю. Для новичков подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, делитесь. Также это напомню, что это был общий расклад. Для личного расклада обращайтесь ко мне на WhatsApp, либо в Instagram. И всем я желаю все-таки встретить своего мужчину, да, и обрести наконец-таки свое женское счастье. До скорых встреч, мои любимые.